сегодня смотрим девушку и наш с мамой. Девочки, всем привет-привет! Всем здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно, все ли хорошо? Я не знаю на самом деле, как сегодня будет с интернетом, потому что у нас испортилась погода и не знаю, в общем, что получится. Я рада вас всех приветствовать. Пожалуйста, напишите, все ли хорошо видно, все ли хорошо слышно. Буду вам очень признательна за обратную связь. Сейчас посмотрю тоже. Так, всем привет-привет. Итак, сегодня у нас такая тема, как стемпинг гель-лаками. Тема эта довольно щепетильная. Почему? Потому что для многих все-таки на сегодняшний день это немножко, скажем так, сложно. Почему? Многие уже просто-напросто привыкли работать именно обычными лаками для стемпинга. Но, тем не менее, для мастеров ногтевого сервиса, которые работают именно с гель-лаками, с гель-лаковым покрытием, остается эта тема актуальна по той простой причине, что, как правило, мы ноготки перекрываем там основным каким-то цветом именно гель-лака. Соответственно, если, например, на одном или на двух ноготках мы хотим сделать дизайн, соответственно, мы добавляем этот цвет так или иначе в дизайн, да, на этих двух, там, либо на одном ноготке, либо, может быть, на всех ноготках. Поэтому нам этот цвет нужен в дизайне. Если такого цвета обычного лака для стемпинга у вас нет, то, соответственно, ввести этот цвет в дизайн будет сложно. Именно поэтому для многих мастеров стемпинг именно гель-лаками остается такой актуальной темой. Я смотрела немало также каких-то мастер-классов от преподавателей, от скажем так, людей, которые тоже очень увлекаются стемпингом, и многие говорят о том, что это в принципе как-то невозможно, либо это как-то сложно. А если мы уже говорим о раскрашивании, да, стемпинга, таком, например, как стемпинг реверсивный, то на прозрачном штампе многие говорят, что это невозможно и нереально сделать. Мы сегодня рассмотрим с вами несколько техник стемпинга, и будем все это мы с вами делать именно гель-лаками. Сразу хочу немного пояснить. Я буду использовать гель-лаки одной торговой марки. Почему? По моему просто опыту гель-лаки этой торговой марки имеют очень хорошую консистенцию именно для стемпинг отпечатка. Не все гель-лаки подходят для стемпинга. Я сейчас говорю именно о гель-лаках, не о гель-красках, там ничего такого, именно о гель-лаках. Так вот, у этой компании просто сама основа прозрачная, она по консистенции очень подходит для стемпинга. Соответственно, любой флакончик, который вы там возьмете, неважно, с эффектом он или просто, ну, я не знаю, вот я вам покажу, ну, вот я подготовила различные, из их 3 различных коллекций гель-лаки, и я вам покажу, как они ведут себя именно в стемпинге. Как я сказала, не все гель-лаки подходят для этого. Для того, чтобы отпечатать с пластины рисунок именно гель-лаком, нужна все-таки, как на мой взгляд, правильная консистенция. Но давайте не забывать, что у гель-лака все-таки пигментация не настолько, скажем так, для стемпинга нельзя сравнивать с пигментацией обычных лаков для стемпинга. Поэтому, ну, в общем, все вот это я вам по ходу дела покажу. И мы с вами разберем, для чего, в
принципе, может понадобиться такой стемпинг гель-лаками. А для чего, ну, может быть, даже и не стоит заморачиваться. Но я считаю, ну, мое мнение, оно таково. В жизни бывают разные абсолютно ситуации, и сейчас успеть за вот этими тенденциями модными, да, то есть появляются какие-то гель-лаки с какими-то эффектами, и лаки для стемпинга, скажем так, с такими эффектами, они в продажу появляются на рынке намного позднее. Да, там те же самые кошки, сначала вышли кошки именно в гель-лаковой системе, затем уже некоторые компании стали выпускать такие лаки для стемпинга именно с эффектом кошачьего глаза. Не могу сказать, что мне как-то попадались они хорошие, но тем не менее. Вот, поэтому именно в гель-лаковой системе, конечно, вот эти вот лаки с эффектами быстрее на рынок выходят, а лаки для стемпинга обычные немного позднее. Но, как говорится, на ногтях-то мы, ну, как минимум, там, да, на 2, на 3, на 4 ногтях мы все-таки выкрашиваем основной цвет, и, соответственно, в любом случае этот цвет мы добавляем уже в дизайн. Ну, в данном случае мы говорим про стемпинг дизайн. Что понадобится? Нам, значит, понадобится гель-лаки, штамп для стемпинга, пластина для стемпинга. Ну и, конечно, так как мы будем работать сегодня гель-лаками, то понадобится лампа. Я буду использовать маленькую лампу сегодня, просто чисто из-за того, чтобы показать вам, ну вот сколько там буквально нужно прихватить или заполимеризовать. Итак, здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Все отлично. Спасибо большое за обратную связь. Так, Элла. Здравствуйте. Наталья Бахмутова. Очень приятно вас видеть. Спасибо большое, Наталья, что поддерживаете. Привет, Вика. Девочки, какая классная тема эфира. Спасибо большое, пожалуйста, девочки. Дора, очень приятно видеть вас в прямом эфире. Я очень рада, девочки. Спасибо огромное, что поддерживаете меня именно в прямых эфирах и в моих видео. Для меня это очень-очень важно. У нас гроза и дождь. Это Дора пишет. Связь плохая. Ну вот у нас тоже погода испортилась, поэтому я не знаю, что будет, как будет с интернетом, но будем надеяться, что все будет хорошо. Итак, я переключу сейчас камеру, и мы с вами уже начнем что-нибудь делать. Так, сейчас я ее тут закреплю немножко. Я закончила, кстати, свою работу, наконец, конкурсную. Вот, теперь можно уже что-нибудь и... Так вот хорошо видно. Так, если у кого-то что-то как-то плохо, сама картинка, да, то есть это нужно в верхнем правом углу нажать на 3 точечки, там есть такое, можно выбрать качество, и если не предлагают какого-то более высокого качества, можно нажать другое и выбрать там уже хотя бы 720, скажем так. Тогда картинка будет поярче, такая более-менее, скажем так, менее расплывчатая. Итак, значит, гель-лаки я буду использовать от компании Beauty-Luxe. Я была, ну, кто подписан на мой YouTube канал, конечно, знают, недавно совсем я выпустила видео про их коллекцию витражей, и на мое удивление, даже эти витражи подошли именно для стемпинга. Получается полупрозрачный лак. Ну, все мы знаем, какие у нас, собственно, витражи. Тем не менее, они подходят для отпечатывания стемпинга. Вот это их термоколлекция, и они тоже подходят для стемпинга. Да? Тут, значит, коллекция их светоотражаек, которые светятся в темноте. Тоже вот взяла для примера, также покажу. И они тоже подходят для стемпинга. Но в гель-лаках пигмента будет немного.
и ждать от стемпинга именно гель-лаками какого-то яркого контрастного рисунка, в принципе, ожидать не стоит. Поэтому, но, тем не менее, давайте вот мы все-таки эту тему еще поднимем чуть позже. И решим с вами, а надо ли вообще стемпинг, нужен ли вообще кому-то стемпинг именно гель-лаками. Итак, консистенция. Консистенция, она должна быть, я бы сказала, что это не то, что там маслянистая какая-то консистенция. Нет, она больше такая кремовая, она вязкая, тягучая. И вот за счет этого она не особо скатывается на штампе. Как вы все знаете, я люблю работать все-таки с прозрачными штампами для обзора, мне так удобней. Тем не менее, у меня есть, ну, скажем так, штампики старички. Вот это так совсем самый первый мой штампик. Он помутнел не потому, что я его бафила, он помутнел, потому что я его использую в тирах, для пигментов. И это очень, ну вот в итоге вот он сейчас такой мутный. Хуже он от этого не стал работать, может быть, даже в каких-то моментах лучше стал работать, но тем не менее, есть и вот такие бафики, ой, штампики. Говорят, ну, многие так говорят, что гель-лаками можно отпечатать рисунок, если мы штампик забафим. Но я считаю, что, конечно, можно, если у вас там 5 штампиков, один штампик иметь забафенный, неплохо, думаю, вполне нормально, вполне возможно, но, на мой взгляд, это все равно неудобно, потому что сейчас геометрия, пускай даже какой-то минимализм, листочки, цветочки, нам все равно мы хотим отпечатывать, ну вот как-то попадать, да, именно туда, где нужно. Если у вас в принципе все хорошо с глазомером, то не вопрос. Но у меня очень плохо все с глазомером, поэтому я люблю именно прозрачными штампами работать. Берем пластину, нам понадобится скребок. Скребок обычный, абсолютно можете такой, Я особо не привязываюсь к скребкам. И, значит, лампа. Лампа, получается, у меня немножко не достает. Вот тут она где-то будет. Так, флакончики полетели. Просто, чтобы вы прям в прямом эфире видели, как это все дело будет происходить, с какой скоростью, скажем так, это тоже немаловажно на самом деле, с какой скоростью будут отпечатываться рисунки. Все мы с вами знаем, что с гелевым материалом в стемпинге можно особо не торопиться. Я даже скажу по-другому, лучше не торопиться. Так. Итак, давайте вот отпечатаем. Это значит Beauty Lux, коллекция светоотражаек. Лаки, ну, для гель-лаков, которые светонакопительные, да, там, они особо, конечно, пигментацией не блещут, но тем не менее. Как я уже неоднократно, по-моему, сказала, от стемпинга гель-лаками мы особой пигментации не ждем. Я наношу гель-лак на тот рисунок, который хочу отпечатать. Одним движением скрапера мне нужно убрать лишний гель-лак с пластиной. Именно одним движением. То есть, если мы будем очень много часто возюкать, то, скорее всего, у нас уже ничего там не получится. Провела один раз скребком, да, ну там в данном случае может быть 2, и в лампу. Так, где у меня тут кнопочка? Буквально на несколько секунд. Вот, видите, смотрите, 2 раза мы провели, и вот у нас что получилось. Грязь. Теперь вот это, чтобы убрать вот это вот все со штампа, мы хорошенько все-таки заполимеризуем. Вот, и при помощи скотча все это дело липкой стороны скотча уберем. Вот, видите? То есть вот такое вот обычно бывает именно с работой гель-лаками.
очищу пластину. Нельзя. Давайте разберем ошибки. Ошибка в том, что чем больше мы возюкаем скребком по пластине, когда на ней материал, тем больше, скажем так, вот это вот сам гель-лак распределяется по поверхности пластины, и он в итоге потом отпечатается. Почему я сказала, что в этом случае не то, что можно не торопиться, а лучше не торопиться? Вот смотрите, я наношу гель-лак. И жду. Да, вот мы с вами убираю лишнее. Да что ж. И жду. Жду, пока пигмент осядет. Поэтому здесь я и говорю, что лучше не торопиться. Не то, чтобы можно не торопиться, а скорее всего будет плохо, если мы, скажем так, вот сразу, вот как мы привыкли работать с обычными лаками для стемпинга, быстро там хоп-хоп-хоп, потому что там все это дело быстро сохнет. Здесь-то этого нет, поэтому, собственно, здесь можно особо и не торопиться. Отпечатали и в лампу. Буквально на 2-3 секунды. Давайте, не получается у меня что-то отпечатать. Не могу понять. Может быть, у меня что-то... Давайте возьмем, попробуем более, что ли, рисунок. Возьмем вот такой. Ну, не знаю, вот. Попробую. Так, сняли. Ну, вот видите, у меня скребок почему-то, не знаю, не хочет снимать. Нет, не получится. Это я уже точно знаю, что там будет размазня. Так. Гель-лак, может быть, как-то там уже прям пигмент осел или что-то. Ну, не могу я почему-то поднять рисунок, не получается у меня поднять рисунок. Попробуем еще раз. Немного взболтали, нанесли. Ну, это вот прямой эфир. Тут есть свои, как говорится, фишки. Сняли лишнее. Все, я уже начинаю. Ну, вот тут уже что-то получилось, но это все равно будет не видно на белом фоне. Очень плохо видно, да? Да, очень плохо видно. Надо взять все-таки что-то более пигментированное. Ну, тут видно, в общем, листочки, но совсем плохо. Давайте возьмем другой цвет. Вот надо же, вышло в прямой эфир. Так. Так, нанесли. Ну, это уже просто более пигментированный, скажем так, гель-лак. Его будет получше видно, во всяком случае, на белой подложке. Немножко подождем, заодно я очищу скребок. Может, у меня скребок как-то уже грязный, что он скребет у меня прям по пластине. Не понимаю. Так, убрали лишнее. Чуть-чуть подождали, пока пигмент осядет. Вот эта вот размытость, да, вот эта вот грязь, это нам тоже в принципе не нужно, поэтому мы немного подождем и отпечатаем легким перекатом в лампу на пару секунд и отпечатываем.
Ну вот, тут, я думаю, уже виден, да, рисунок, насколько... Да, он не пигментированный, но тем не менее его видно. Причем камера все-таки, она съедает цвет. Сейчас я попробую немножко, может быть, там... Ну, рисунок более отчетливо виден. Еще, кстати, забыла такой момент сказать, что стемпинг гель-лаками, для стемпинга гель-лаками больше подходят именно рисунки с какими-то такими вот тонкими линиями. Девочки, я не знаю, напишите, пожалуйста, вот видно, что, ну, вот сам рисунок, или возьмем еще что-то. Ну, то есть вот до этого просто там лак был, ну, совсем слабо пигментирован, там и рисунок был очень-очень плохо виден. Здесь уже больше видно пигментации, поэтому, соответственно, получше виден отпечатанный рисунок. Для чего такой рисунок, по большому счету, нужен? Для чего вообще нужен такой стемпинг? Согласитесь, если мы сделали вот такой вот легкий отпечатанный рисунок, он может служить у нас и в качестве фона. Если бы мы, например, сейчас отпечатали этот рисунок лаками для стемпинга, к примеру, да, то рисунок уже был бы такой яркий, насыщенный, то есть это уже, в принципе, был бы готовый дизайн. Здесь это, ну, скажем так, больше фон, именно фон. Давайте попробуем, вот нам, кстати, нужно досушить этот типс, поэтому я его вот так вот поставлю. И давайте мы с вами отпечатаем, например, кружева. Очень распространенная тема, да, очень многие любят такие дизайны с кружевами. Так. И возьмем с вами вот эта вот серия, их люминесцентная, красный. Давайте я тоже его все-таки встряхну хорошенько, скорее всего, там тоже пигмент уже так более-менее осел. Ну и попробуем отпечатать с вами, например, кружева. Также плотненько наносим гель-лак на рисунок. Я наношу полностью на весь рисунок, потому что гравировка бывает разная, и одного взмаха скребка может быть недостаточно для того, чтобы забился лак. То есть мы убираем лишнее, ждем чуть-чуть, ждем просто пока осядет пигмент. И, соответственно, таким образом мы себя также убережем от вот этих вот ненужных разводов. Легким перекатом переносим рисунок и в лампу. Там 2-3 секунды, причем, заметьте, я использую, ну, очень такую слабую лампу. В более мощной лампе там тоже 1-2 секунды, там буквально посветили и готово. И вот он, пожалуйста, отпечатанный у нас рисунок, это у нас кружева. Такой рисунок, он тоже, видите, слабо виден, к тому же мы используем, в данном случае я использую белую подложку, и, соответственно, служить он может именно в качестве фона. Ну, на мой взгляд, именно стемпинг гель-лаками, повторюсь, так как гель-лаки не особо пигментированы, я рассматриваю именно как вот что-то отпечатать в качестве фона. Ну и нам остается дальше досушить этот отпечатанный рисунок и, собственно, продолжить, ну, может быть, какой-то цветочек, да, уже там отпечатать, но не обязательно уже гель-лаками. Факт то, что мы ввели этот цвет в дизайн, мы же уже ввели его, и дальше можно, в принципе, импровизировать и работать абсолютно любыми другими средствами для стемпинга, более пигментированными. Но факт то, что в качестве фона, в принципе, ну, на мой взгляд, отличное решение. По поводу раскрашенного стемпинга, никто же не запрещал. Для меня это самая, скажем так, любимая техника, да, раскрашенный стемпинг. Почему? Потому что сам стемпинг, рисунок на типс,
я отпечатываю обычным лаком, а затем уже раскрашиваем его гель-лаками. Думаю, этот способ показывать по большому счету особо не нужно, потому что ни у кого с этим способом проблем не возникает. Отпечатали рисунок, а дальше просто как раскрашка, разукрашка раскрасили. Почищу стемпинги. И как мы будем с вами... В одном из своих видео я показывала, как можно сделать так, чтобы раскрашивать на прозрачном штампе. Ну, давайте возьмем вот этот вот рисунок, который мы уже заполимеризовали. Мы сделали его, я напомню, гель-лаками. И давайте мы его, в принципе, раскрасим, да? Сейчас, одну секундочку. Я не знаю, тут какие цвета, в принципе, я подобрала. Давайте возьмем вот этот красный. Я просто, на самом деле, даже не думала. Я всегда в качестве палитры, ну, по большей части, чаще всего я использую именно силиконовый коврик. Почему? Потому что даже если на нем заполимеризуется материал, то этот материал легко будет удалить о скотч. Так, и возьмем кисточку. Так, все летит, все падает. То есть раскрашенный стемпинг. Делаем, отпечатываем стемпинг рисунок мы чем угодно. Можно гель-лаками, можно гель-красками для стемпинга, можно обычными гель-красками или обычными гель-лаками для стемпинга. И что такое раскрашенный стемпинг? Это когда мы стемпинг рисунок раскрашиваем вот прям поверх. Тут можно и, в принципе, раскрашивать градиентом, можно раскрашивать разными цветами. Можно, в принципе, там просто где-то придать объема, затемнения. И чем удобно именно вот таким образом работать в данном случае, да, гель-лаками, то, что слой получается очень тонкий, во-первых. Мы можем ведь его и растянуть, и как угодно. Слой получается тонким. Покрытие это держится абсолютно без проблем каких-то, потому что это гель. Вот. Раскрасили. Давайте зелененького тут добавим. Ну, такой болотно-зелененький. Просто не брала. Не подготовила я прям всю палитру. Просто, чтобы показать принцип. То, что... Вот. То есть рисунок хорошо виден, но единственное, нужно, конечно же, стараться не выходить за пределы самого рисунка. Но так как в данном случае мы отпечатывали рисунок гель-лаком, то ничего страшного, если там где-то что-то вышли как-то цветом, да, можно поправить кисточкой вот таким образом. То есть это раскрашенный стемпинг. Ну и думаю, что здесь ни у кого не возникает ни вопросов, ни сложностей с этой техникой. Больше, наверное, всех все-таки интересует именно стемпинг реверсивный, да, гель-лаками раскрашивать. Реверсивный стемпинг, это на самом деле очень удобно. Вот если даже заполимеризовалась, то есть вот таким образом я скотч, да что ж такое, вот, убираю гель-лак, ну, до конца он просто немножко не просох, чуть-чуть совсем подержала, ну, вот так очищаю палитру. Давайте теперь поговорим именно о реверсивном стемпинге на прозрачном штампе. И сегодня покажу вам еще один лайфхак. Не так давно я показывала на своем канале, как это можно сделать при помощи топов. Я там использовала вот такой топ от Katz, который очень жидкий. Это топ, который не смазывает стемпинг. И использовала вот такой топ. Топ-сушка. Это обычный топ для обычных лаков. Просто он называется супер-сушка. Название от производителя. Поэтому показывала, как сделать подложку. И можно, собственно, после этого раскрашивать на прозрачном штампе гель-лаками. Сегодня покажу вам еще один вариант.
Может, кому-то он понравится. А у кого есть вот такие топы, которые предназначены именно для стемпинга, для того, чтобы стемпинг не смазывался. Вот видите, насколько, вот видите, да, разницу, насколько ядрёней, насколько пигментированней получается рисунок, именно если мы используем специальные средства для стемпинга. Конечно, намного ярче рисунок. Вот. Но я еще раз говорю, в качестве фона почему бы и не использовать. Дальше нам, к примеру, нужно раскрасить этот рисунок именно гель-лаками. И если мы начнем на прозрачном силиконовом штампе что-то раскрашивать гель-лаками, у нас ничего не получится, так как лак будет скатываться. Просто-напросто будет скатываться. Что ж такое-то? Сейчас, одну секунду. Я вот тут вот с краешку немножко покажу. Хотя вот видите, тут консистенция довольно густая. Но нам же толстый слой не нужен. Соответственно, вот если мы будем раскрашивать, то лак, вот не знаю, вот так вот видно, да, вот он скатывается на прозрачном штампе. Что нам нужно сделать для того, чтобы он не скатывался? Как я говорила, можно, в видео рассказывала, можно использовать топы, а можно использовать клей для фольги. Топы, там один топ, который я показывала, он смазывает стемпинг, и им нужно аккуратно делать подложку. А один топ, который я показывала, он, в принципе, не смазывает стемпинг, но там получается, знаете, такое вот очень много подложки, которую хочется вырезать. Вот давайте возьмем клей для фольги. Я беру обычный клей для фольги. У меня еще провода. И тоже таким вот легким движением я прохожусь по рисунку. Клей для фольги не смазывает стемпинг. Вы вот сами сейчас видите, сколько бы я ни проводила кисточкой по рисунку, стемпинг он не смазывает. Единственное, почему легким движением кисточки, потому что сама кисточка тут, она довольно грубая, и она может просто сдвинуть, скажем так, какую-то полосочку, либо что-то, поэтому я стараюсь сделать это максимально легким прикосновением. Вот, видите, вот какой-то где-то, это уже кисточка просто потянула, а так, в принципе, клей для фольги, сам стемпинг рисунок, он не смазывает. Вот, теперь нам нужно подождать, пока клей высохнет, подсохнет. Мало того, мы же с вами знаем, да, что ревит уже готов. И дальше уже на типс вам не нужно будет ничего наносить, вы просто после того, как раскрасите стемпинг, просто-напросто перенесете его уже на типс, и все. То есть не нужно будет создавать никакого липкого слоя. Сейчас я вот прям сильно не буду вдаваться вот в это вот в раскрашивание. Просто покажу вам. Вот он еще не подсох. Давайте все-таки я почитаю ваши комментарии. Все-таки клею для фольги нужно время. А то я боюсь, там сейчас опять что-нибудь испорчу. Так. Сайгон. Hello, Сайгон. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Джинджер, Машенька, здравствуйте. Здравствуйте. Так, Андрей Павлов. Здравствуйте, Наталья, Вика, покажите, пожалуйста, свои новые ноготочки. Покажу обязательно сейчас. Вот Татьяна Воробьева. Опять опоздала на эфир. Танечка, ничего страшного, мы только практически начали. Людмила,
Силаева. Я прошу прощения, если вдруг неправильно прочитала ваш ник. Да, видно, все хорошо. Ирина также, Марс пишет, что все хорошо видно. Спасибо большое, девочки, за обратную связь. Людмила пишет, опоздала, запись будет, всем привет. Да, я сохраню видео. Так, Вином, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, все хорошо видно. Вера Новикова, всем здравствуйте, здравствуйте, Верочка. Катка красивая пишет, здравствуйте, красота какая, здравствуйте, Катка. Елена Астахова, совсем плохо видно, двоится. Леночка, если можно, вот попробуйте в правом верхнем углу нажать 3 точечки, и там можно будет выбрать формат, не формат, а как это, качество видео. Дора пишет, рисунок видно. Видно, спасибо большое. Вера, Сайгон, здравствуйте, Сайгон, very beautiful, very good. Окей, плохо знаю английский, поэтому прошу прощения. Рисунок блеклый, Дора, да, все верно, рисунок получается не пигментированный, отпечатанный рисунок гель-лаками. Но вот, как я сказала, эфир, это Алин Иванова. Спасибо большое, Алин. Дора, можно немного увеличить. Окей, давайте увеличим. Вот так вот. Вот так, как вам хорошо? Так, девочки, вот у нас, значит, гель подсох. Ой, клей для фольги. Все, уже, видать, заговариваюсь. Я не знаю, я что-то так перенервничала. Эфир так начался прям не очень. И у меня уже все. Клей для фольги, обычный клей для фольги, подсох. И теперь можно раскрашивать вот этот вот стемпинг рисунок гель-лаками. И ваш гель-лак не скатается. То есть вот, пожалуйста, можно раскрашивать, и уже гель-лак не будет скатываться. При этом можно, ну, я вот здесь, наверное, потолще просто сделаю. Раскрашивать вы можете абсолютно любыми гель-лаками. То есть на столе у меня просто сейчас нет гель-лаков других. Есть только те, которые я подготовила. А раскрашивать можно любыми гель-лаками. Даже, ну, то есть неважно, можно ими отпечатать стемпинг, нельзя ими отпечатывать стемпинг, абсолютно без разницы. То есть если у вас на ноготках вы ввели вот такой вот сиреневый цвет, и вам нужно его как-то добавить на 1 или на 2 ноготка, где у вас будет дизайн, вот, пожалуйста, вы можете раскрасить им стемпинг рисунок, вот этим гель-лаком. Вот. Но давайте также не будем забывать, что, ну, то есть вот, вы видите, я полностью раскрасила всю орхидею, и она не скаталась. Видно вам? Ну, то есть вот, рисунок, он как... Дальше я не вижу смысла просто раскрашивать. Это такой вот своего рода лайфхак именно для тех, кто хочет реверсивный стемпинг раскрашивать именно гель-лаками, любыми гель-лаками. То есть если у меня на ногтях вот такой цвет, то я отпечатываю рисунок, опять-таки, неважно чем, и раскрашиваю его именно тем цветом гель-лака, который я ввела как основной цвет на ногтях. Не с тем цветом, который вы взяли за основу. Можно вот, пускай полежит, да, и посмотрите, что в принципе гель-лак не скатывается. Я даже для примера могу вам вот в то место, где мы не наносили клей, это обычный клей для фольги, да, вот, и тут вот он уже начинает скатываться. А вот раскрашенная орхидея у нас, она как раскрашена, так и осталась раскрашенной. Вот для чего, в принципе, нужен именно, ну, вот такой вот способ раскрашивания, ну, я не знаю, там, реверсивного стемпинга именно гель-лаками. По поводу моих ноготков, я в конце прошлой недели сделала себе ноготки, сделала вот дизайны. Это был реверсивный стемпинг, это был обычный стемпинг, там раскрашивала акварельными, витражными гель-лаками.
Видео скоро будет на моем канале. Там я именно показываю, как я закрепляю стемпинг дизайн так, чтобы он носился долго. Потому что, как оказалось, там несколько девочек мне написали в директ о том, что они делают реверсивный стемпинг дизайн, но на ногтях он у них как-то не держится. То есть то ли дело на типсах, то ли дело на ногтях. Я с вами полностью согласна. Типсы и ногти — это абсолютно разные вещи. Мало того, ногти тоже бывают разные, и все такое, и покрытие бывает разным. Поэтому я в том видео покажу, как я именно укрепляю стемпинг, реверсивный стемпинг и обычный стемпинг, как я их закрепляю так, чтобы они долго носились. Ну а вы, в принципе, сегодня у нас что? Вот в пятницу я сделала, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, сегодня 4-й день, все отлично, полет нормальный, все держится, нигде никаких там сколов, ничего не отходит ни пленкой, никак, но, в принципе, вы в прямых эфирах будете наблюдать, как это все будет держаться, и ничего такого я в этом не вижу. Ну, то есть тоже вместе с вами посмотрим, как держится реверсивный стемпинг и держится ли он вообще на ногтях. Девочки, если у вас есть какие-то вопросы по поводу, ну, я просто не буду оставлять это, ну, хотя вот, ладно, можно вот, немножко зафиксировали. Для чего мы фиксируем гель-лак? Да, именно для того, чтобы именно для того, чтобы когда мы будем переносить рисунок уже на типс, гель-лак не смазался, то есть чтобы он не растекся, чтобы он никуда там не делся, никуда не побежал. Вот для этого мы и фиксируем его в лампе. И как я уже сказала, так как мы на штампик наносили клей для фольги, то вот, соответственно, на типсе абсолютно ничего не было, и мы спокойно перенесли уже готовый рисунок на типс. Вот таким образом. То есть здесь у нас, потому что уже на штампе был этот самый липкий слой. При этом, как я также сказала, клей для фольги, он не смазывает стемпинг. И очень удобно именно делать им подложку на штампе для того, чтобы потом на этом самом прозрачном штампе раскрашивать стемпинг именно гель-лаками. Тут я тоже также крепила на клей для фольги. Тоже девочка написала мне недавно совсем под видео, что именно клей, обычный клей для фольги, он совсем не держится под покрытием, под топом там или как-то топ отходит, покрытие, то есть остается как оно и было, а вот именно туда, где нанесли вот обычный клей для фольги, там все сходит, скалывается, и, в общем, как-то пленкой у нее это все дело снимается. Ну вот, посмотрим, как и что будет держаться. Пока что полет нормальный, все хорошо, и клей для фольги держится. Поверьте, я, конечно, тестирую не только... Нельзя тестировать какой-то материал только на типсах, согласитесь. В любом случае мы тестируем их и... Я тестирую на своих девочках. Я не говорю, что они у меня как подопытные кролики. Нет, но в любом случае, прежде всего, я тестирую, конечно, на себе, а потом уже там как-то там дальше. Но опять-таки, мои руки — это не общестандартные руки, абсолютно. И на самом деле у всех руки разные, и, скажем так, и кожа разная, и состояние ногтевой пластины может держаться просто великолепно. Вот, девочки, в общем-то, в принципе, то, что я хотела показать, я показала. Если хотите, давайте отпечатаем все-таки еще какой-нибудь такой вот рисунок. Все-таки с этой пластины. Почему-то я не пойму, почему у меня не получилось. Давайте все-таки еще попробуем. Возьмем вот такой вот рисунок. Возьмем коллекцию витражей, кстати, вот я не показала, да, в прямом эфире. Вот они, витражи, полупрозрачные лаки. Но вот их консистенция, вот опять-таки, видите, она такая немного кремовая.
Ну вот она какая-то кремовая, не знаю, не маслянистая, нет, она, ну, как по мне, она больше кремовая. На площадь наношу, на ту площадь рисунка, которую хочу отпечатать. Только по той причине, что одним движением скрапера я могу не заполнить всю гравировку. Так, вот она лампа, чтобы тоже как-то поближе. Не тороплюсь, мало того, тут торопиться и не нужно. Скрапером убрала лишнее и ждем. Ждем, пока пигмент немножко осядет, для того, чтобы не было мутных, грязных и всяких таких вот разводов. Теперь легким движением, ну, я не знаю, вот сколько прошло там секунд, легким движением делаем перекат и в лампу. Тоже на пару-тройку секунд. Берем типс. Понятное дело, что такие рисунки, они будут смотреться именно только на светлой подложке. Да, то есть на какой-то другой подложке их будет просто не видно, потому что тут, повторюсь, пигментация не ахти какая. И вот, пожалуйста, отпечатанный рисунок. Насколько идеальный там или не идеальный там этот рисунок, это можно все, конечно, доводить до совершенства. Сейчас я это делаю под камеру, но, как я уже говорила тоже в одном своем прямом эфире, что главное, рисунок отпечатался. Главное, что, ну я не знаю, вот нет каких-то, не знаю, нет ничего такого сложного в принципе, да, и ничего сложного нет. Почему у многих не получается, как я сказала в начале видео, тут больше всего именно зависит от консистенции. То есть вот, пожалуйста, тоже это может служить в качестве фона. Дальше мы отпечатываем, ну, не знаю, там синий, да, я выбрала, ну окей, синий. Дальше мы берем, к примеру, самый распространенный черный, или золотой, или серебряный. Ну, давайте вот отпечатаем. Берем лишнее. Приблизила камеру, поэтому обзор сейчас не такой большой. И, может быть, я где-то не попадаю. Вот, отпечатали рисунок. Смотрите, в принципе, да, сам вот этот вот рисунок, он, ну, тут какие-то листья. Я не знаю, тут какие-то такие вот листья. А в итоге, когда на передний план что-то выходит другое, уже смотрится совсем это по-другому. Надо было, может быть, там зеленым отпечатать, но не суть. Факт то, что, я говорю, в качестве фона это отличный вариант. Если хотите, давайте я для сравнения покажу вам, к примеру, отпечатаем, вот сделаем вот все точно так же, только вот этот вот рисунок, который мы отпечатывали гель-лаком, я отпечатаю синим лаком для стемпинга. Да? Вот возьму синий лак для стемпинга. Немножко его стряхну. Давно его не брала, я это знаю точно. Вот. Отпечатаем. Видите, да, насколько четче рисунок. Насколько он, в принципе, насыщеннее. Потом я вам покажу разницу. И теперь поверх этого рисунка мы отпечатаем тот же самый рисунок, который мы отпечатали черным лаком для стемпинга. Ну, тут пластину не чистила. Что у нас не конкурсная работа, да? И вот отпечатываем этот же рисунок поверх этого рисунка. И вот посмотрите, что у нас получилось. Каляк-маляк. Ну, бурда просто какая-то. Вот видно, да? То есть здесь это уже видно, что что-то у нас на заднем плане, что-то на переднем плане.
Поэтому я и говорю, что в стемпинге, в принципе, да, хорошо, конечно, иметь 150 цветов лаков для стемпинга, но будет неплохо иметь также при себе и обычные какие-то лаки, которыми можно делать стемпинг, и пускай даже гель-лаки, да, которые не особо пигментированы. Ну вот в качестве фона, ну вот мне, например, этот тип нравится, ну он как-то более гармоничней, скажем так, смотрится, да, то есть виден задний план и виден передний план. То тут тот же самый дизайн, а смотрится уже совсем по-другому. Тут уже не поймешь, у нас не то чтобы там задний план и передний план, тут у нас уже получилось все на одном плане, и поэтому это все напросто все слилось. Поэтому вот такое вот сравнение. Обычные лаки, кстати, от Dance Legend, абсолютно обычные лаки, тоже очень хорошо подходят именно для стемпинга. Самые, что ни на есть, обычные. Но, как я уже говорю, лаки с не очень хорошей пигментацией, они также отлично подходят для стемпинга именно в качестве фона. Так, сейчас я переверну. Так. Камеру. Все, уже вот видите, вот вся мокрая уже просто сижу. Так, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы их прямо сейчас вот пишите, и я постараюсь на них ответить. Но, как я в принципе говорила, да, то есть у Beauty Big Bang именно хорошая консистенция для их гель-лаков использовать для стемпинга. Поэтому вот можно там выбрать коллекции, цвета. И всегда, когда от них мне приходит какая-то посылка, она приходит ко мне на обзор, но это абсолютно ни о чем не говорит. Никто меня из представителей компании Beauty Lux не просит, знаете, там, протестируйте на стемпинг или там скажите какой-то положительный отзыв, ничего подобного. Показываю, подойдет или не подойдет. Ну, потому что для меня это тоже интересно, для меня это тоже актуально, поэтому все, что ко мне не приходит, я стараюсь тестировать в стемпинге. Ну, вот как-то так. И иногда бываю очень приятно удивлена. Так, девочки, Дора, вот можно немного увеличить, вроде бы я тут, да, где-то остановилась. Так, увеличила. Так, Алина Иванова. Виктория, а если нет клея для фольги, что посоветуете, чем можно заменить? Спасибо. Заменить можно вот таким топом, либо вот таким топом. Видео, у меня есть на канале видео, новая техника называется, и там я впервые показала, как можно раскрашивать стемпинги лаками. Но для этого нужно вот сделать подложку. Мы сегодня с вами делали подложку при помощи клея для фольги. Это обычный клей для фольги. Там он копеечный, на Алиэкспресс, таких много. И чем жиже, тем лучше, потому что толстый слой нам тоже не нужен. Тонким слоем абсолютно нанесли. Вот здесь же этот топ, когда он высыхает, вот, кстати, вы, наверное, тоже вылетело из головы, когда мы с вами переносили вот этот рисунок, да, раскрашенный, вот этих вот лишней подложки ее практически не было, потому что клей для фольги, он подсох, и его особо нет. Ну, то есть он как бы есть, да, но его как будто нет. А если мы делаем подложку при помощи топа, который не смазывает стемпинг, или топа, который смазывает стемпинг, то у нас после того, как это все дело подсохнет, как мы раскрасили гель-лаком, нужно подрезать. Ну, то есть это, в принципе, получается слайдер своего рода. Посмотрите, пожалуйста, видео, новая техника она называется. Если вам не сложно, Алин, пожалуйста. Джинджер Машенька. Топ для обычного лака, но надо подбирать, чтобы не смазывал стемпинг. Да, можно использовать топ для обычного лака, но очень сложно подобрать, чтобы он не смазывал стемпинг. Это, вы знаете, уже столько перепробовала, прям, я не знаю, на Алиэкспресс, компания Katz, топ, не смазывающий стемпинг. Небольших денег он там стоит. Я заказала там 5 флаконов, по-моему, и вот и пользуюсь. Ну,
намного спокойнее использовать топ, который не смазывает стемпинг в работе, для того, чтобы не было потом просто каких-то сюрпризов. Так, Алина, это я вам написала. Спасибо большое, Машенька. Наталья Белорукова. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, здравствуйте. Наталья все пропустила. Все пропустили. Простите, пожалуйста, но, возможно, это самое какого-то, да, уже в записи. Так, Алина Иванова, спасибо, Джинджер, спасибо, девочки, пообщались между собой. Елена Астахова, после раскраски гелем его тоже сушат в лампе перед нанесением. Так, после раскраски гелем его тоже сушат в лампе перед нанесением. Наверное, перед тем, как перенести рисунок на типс, либо ноготок, конечно, гель-лак мы немного прихватываем, то есть немного буквально прихватили, то есть мы раскрасили гель-лаком, немного прихватили в лампе и после этого переносим на ноготок, для того, чтобы гель-лак у нас не размазался. После того, как у вас уже на типсе, либо на ноготках, вот вы уже все перенесли и все замечательно, конечно, дальше вам нужно полностью заполимеризовать все это, весь этот дизайн, гель-лак, вернее, до конца заполимеризовать. Я думаю, про это, да, Леночка, вы спрашивали. Так, Людмила, вопрос. Девочки, пожалуйста, если я вдруг как-то неправильно поняла ваш вопрос, продублируйте, если вам не сложно. Все ясно. Наталья Бахмутова. У меня всегда хорошо держится реверсивный стемпинг как под топом, так и под гелем. Ну, у меня на самом деле тоже не бывает с этим проблем, но, как оказалось, вот я не знаю почему, очень много девочек, там, я просто сейчас со счета уже на самом деле сбилась, которые вот пишут, что реверсивный стемпинг за счет вот этих вот подложек, ну, часто я делаю реверсивный стемпинг при помощи подложки, да, и типа того, что не держится. Я не знаю, с чем это связано. Папа 2 дочек, спасибо большое, спасибо. Так, Людмила Силаева, можно ли использовать клей для фольги, который сохнет в лампе, чтобы покрыть рисунок на штампе? Чтобы покрыть рисунок на штампе. Окей, поняла, Людмила. Интересный вопрос. Да, это можно сделать, но давайте мы учтем с вами такую вещь. Дело в том, что гель-клей, я это все пробовала, поэтому знаю не понаслышке. Гель-клей для фольги – это гелевый материал. Если мы его наносим на прозрачный штамп, соответственно, ну вот давайте, вот гель-клей для фольги, не буду уже, ладно, переключать камеру. Если мы наносим его на прозрачный штамп, то он сам по себе точно так же, как любой гелевый материал, скатывается. То есть, да, именно поэтому мы и не делаем при помощи него подложку, потому что он вот точно, ну не знаю, девочки, вот видно, да, наверное, как-то вот так вот под определенным углом, думаю, видно. Он точно так же, как любой гелевый материал, скатывается на прозрачном штампе. Постараться, конечно, можно там быстро как-то там раз растянуть, да, и в лампу, но мало того, что рисунок может поехать, все равно где-то останутся вот такие вот кратеры, и после полимеризации это все-таки намного толще слой, нежели слой от обычного клея для фольги. А там полусухой кисточкой, то есть слегка, прям совсем тонким-тонким слоем, не наваливала там я этот материал, то есть обычный клей для фольги. Тут после полимеризации это все-таки слой, гелевый слой. Да, и мало того, у гель-клеев для фольги, вот как на мой взгляд, абсолютно нет сцепки с материалами, с гелевыми материалами. Попробуйте, я тестировала 3 разных гель-клея для фольги. И скажу вам,
Вот вы нанесете, сейчас я вот даже, просто чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот у нас, вот мы делали с вами рисунок, да? Ну вот и где этот товарищ сейчас? Вот, я его сейчас перекрою тонким слоем, пожалуйста, тоже постараюсь, вот тонким слоем гель клеем для фольги. Прям вот лишнее уберу. Нанесла, вот, гель клей для фольги, это от Major Digit. Заполимеризую я в большой лампе, не буду уж в маленькой полимеризовать, заполимеризую в большой лампе, я не знаю, там вот 30, кто-то там 60 секунд полимеризует, 30 секунд. Вот. И сейчас я вам покажу, что будет после полимеризации. После полимеризации я этот слой гель-клея для фольги могу просто вот ацетоносодержащей жидкостью снять. То есть адгезии абсолютно нет. То есть ее не то, что она очень плохая, скажем так. Поэтому вот не знаю. Для меня этот материал пока что я не могу сказать, что вот он какой-то хороший. Вот он, гель-клей для фольги. Ну, хотите, давайте подождем, пока он остынет, а то потом могут сказать, что вот он не остывший был, и поэтому там как-то он быстро снялся. Ну, в общем, он очень легко стирается с поверхности. Вот каких-то определенных свойств именно геля у него адгезивных свойств геля у него особо нет. Вот, видите, то есть вот, и все, я его убрала. Вот, он даже вот, ну, то есть вот я вот вижу, вот он, понимаете, вот он скалывается с типса. Вот, можно его просто даже вот так вот пленкой, вот, пожалуйста, вот, пленочкой можно снять. Вот прям, вот, ну, вот не знаю, как это, вот что это, гель? Гель-клей для фольги, который, извините, после полимеризации вот таким образом сходит, ну, не знаю я, насколько это гель. Мне кажется, обычный. И на самом деле это не один гель-клей. То есть я тестировала 3 гель-клея для фольги особо даже на гелевой поверхности они особо и не держатся. Ну, то есть очень плохо держатся. Давайте так. Они держатся, конечно, но очень плохо. Так. Девочки, сейчас я опять найду, где я остановилась. Так, вот, Людмила Силаева. Можно ли использовать клей для фольги, который сохнет в лампе? Вот, думаю, я ответила, да, Людмила, на ваш вопрос. Все правильно, спасибо. Так, Елена Астахова. На гель-лак, на покрытие наношу стемпинг. Можно покрыть обычным гелем или это не сочетается? Так, на гель-лак, на покрытие наношу стемпинг. Стемпинг вы наносите как? Обычным лаком для стемпинга. Можно покрыть обычным гелем или это не сочетается? Ну, мы все с вами знаем, нужно в голове всегда иметь одно такое правило, что если, например, вы используете цветник, и у вас цветник с липким слоем, ну, как правило, если мы можем нанести без липкого слоя, то есть мы можем перекрыть этот цветник обычным топом без липкого слоя. Но если мы вдруг по каким-то причинам нанесли гель без липкого слоя,
то поверх этого мы в любом случае должны использовать уже гель с липким слоем для, опять-таки, для сцепки материалов, и чтобы не было конфликтов материалов, и чтобы потом не было такого, что один слой материала вот так вот отходит от другого пленкой. Чтобы этого не было, мы всегда придерживаемся правила с липким слоем, без липкого слоя, с липким слоем, без липкого слоя. При этом липкий слой на липкий слой будет плюс, а не липкий на не липкий слой будет минус. То есть если мы не липкий слой наносим на не липкий, средство без дисперсии мы наносим на средство без дисперсии, то у нас будут какие-нибудь там отслойки, либо что-то в этом роде. Поэтому в любом случае всегда, конечно, желательно вот это вот сочетание, вот этому сочетанию придерживаться. По поводу стемпинга, то есть если мы на покрытие нанесли стемпинг рисунок, который был сделан обычными лаками для стемпинга, то я, например, считаю, что лучше все-таки такой дизайн сначала перекрыть гель базой. Ну, у базы очень хорошая, да, очень хорошая сцепка с натуральным ноготком, соответственно, с органическими материалами, то есть втирки, пигменты, пускай даже лаки для стемпинга возьмем сюда, это все-таки не гелевые тоже материалы, всякие посыпушки, все-таки лучше, на мой взгляд, сначала закрепить базой, а потом уже сверху перекрыть обычным гель-топом, но там уже по вашему желанию, либо с липким слоем, либо без. Да, уже в горле пересохло. Так, Елена Астахова, если я ответила на ваш вопрос, пожалуйста, напишите, а то, может быть, я просто не совсем поняла, про какой стемпинг. Вот вы говорите, наношу стемпинг, можно покрыть обычным гелем или это не сочетается? Вот здесь вот немножко не поняла. Спасибо за разъяснение. Пожалуйста. Наталья Белорукова. В стемпинге. Как можно их использовать в стемпинге? Очень легко и просто. Любой, то есть, например, вот такие вот специальные лаки для стемпинга с липким слоем. С липким слоем, да, специальные лаки для стемпинга. Так, это у нас Наталья Белорукова, да. Сейчас я вам покажу еще такой блесток. У меня, конечно, сейчас нет. Давайте я все-таки переключу опять камеру, потому что этот вопрос такой, в принципе, очень часто я показывала. Давайте возьмем вот такую орхидею. Любой лак для стемпинга, который с липким слоем. Либо берем вот тот же самый клей для фольги, гель-клей для фольги. Как вы знаете, на моем канале есть видео, где я показывала, что и этим материалом тоже можно делать стемпинг. Да? Так, сейчас у меня штампики тут. Так, в лампу я успею. В принцип такой же, как и с гелевыми материалами. Нанесли, убрали, чуть-чуть подождали, пока это все немножко, скажем так, осядет. То есть принцип точно такой же. Дальше как раз подготовили лампу легким перекатом и в лампу на пару секунд. Закрепили. Отпечатываем рисунок. Он прозрачный, так как гель-клей у нас прозрачный, он прозрачный. Вот он. Его видно сейчас будет только под определенным углом. Ну, думаю, вот вам видно, да? Вот. Но ведь сам стемпинг рисунок, он липкий, да? Ну, то есть вы согласны же, он же липкий. И, соответственно, сейчас можно присыпать, я не знаю, там, акрилом. Ну, просто сейчас, пожалуйста, подождите. Так,
Вот, да, ну, я не знаю, конечно, там, какая у вас посыпушка. Так, сейчас возьму я. Ох, просто я не была готова к такому вопросу, и что буду вот это вот показывать, поэтому сейчас мне немножко не под рукой, скажем так. Слой-то липкий, и, соответственно, посыпали. Ну вот как посыпала, так посыпала. Тряхнула лишнее. Теперь вот берем в лампу. Теперь уже нам нужно просушить все это дело хорошенько. Пускай посыпушка вот там, где нужно, вот к этому липкому слою хорошо прилипнет. Да, хорошо посушим. Так, уберем. И потом мягкой кисточкой. Сейчас я подготовлю мягкую кисточку. Не знаю там, как оно там. Убираем лишнее. Тут, конечно, нужно аккуратненько убирать, чтобы не вот этот вот, я говорила, что у геля для фольги у него сцепка очень плохая, даже с гелевыми материалами. Соответственно, вот это, походу, у меня тоже втирка, да? Так, ну давайте я попробую вот так вот, наверное, кисточкой. Ну, на таком цвете, еще на таком варианте. Так, вот смотрите. Вот так вот, например, видно. То есть прилипает, ну, вот какая-то такая посыпушка, она прилипает к рисунку. Да? Так как у меня, ну, не знаю, вот здесь вот можно, конечно, и пальчиком, наверное, лишнее убрать. Я не подготавливала больше никуда, а только именно на стемпинг рисунок. Но типс я не подготавливала, тем не менее, вот, пожалуйста, да, вот этот вот рисунок. И, соответственно, посыпушка прилипла именно туда, где был отпечатан этот стемпинг рисунок. Таким образом можно вот использовать вот такие вот все различные посыпушки. Посыпушки, пигменты, по большому счету, вот эти вот все различные, как вы говорите, блески, это же, да, они, конечно, покрупнее, нежели, скажем так, пигменты. Да, пигменты, они более мелкодисперсные. Фракция, вернее, более мелкая. Вот, а у вот этих вот блесточек, они есть более крупные. Конечно, более крупные блестки, они не пристанут. Ну, скажем так, они пристанут, но контур рисунка, если фракция у блесток будет побольше, нежели линия стемпинг рисунка, то может просто в итоге получиться так, что рисунок будет нечитаемый. Стемпинг рисунок, я имею в виду. Наталья Белорукова, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так, все добра, все добро, наверное, да? Спасибо большое. Извините, пожалуйста, если я неправильно где-то читаю ваши ники. Пишет: спасибо вам большое за такую информацию, еще и бесплатно. Вы лучше учитесь. Спасибо большое. Нет, я, конечно, не учитель. Так, Алин Иванова пишет: Виктория, вы такая умничка. Спасибо. Милая. Спасибо большое. Людмила Силаева: поняла, спасибо. А можно показать клей для фольги, который вы пользуетесь на сегодняшний день? Так, клей. Вот видите, не закрыла флакон. Ну все, это вот прямой эфир. Клей для фольги от Major Digit. Также клей для фольги Miss Chering. Вот такими двумя клеями для фольги. Еще у меня был еще один клей для фольги
Ну, все одно и то же. У них все они после полимеризации, ну вот чуть-чуть поденешь и очень легко отходят от гелевого покрытия. То есть я какой-то большой разницы между ними я не заметила при тестировании. Так, Людмила, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Валентина Елисеева пишет: Виктория, здравствуйте, здравствуйте. Сохраните, пожалуйста, эфир, а то я прошляпила. Валентина, я сохраню, конечно. Так, Марина пишет: здравствуйте, часто после стемпинга покрываю ноготок топом, и на ноготке появляются кратеры, разводы, дырочки. Можно как-либо этого избежать? Да, густой топ лучше, чем жидкий, но может есть еще какой способ? Марина, спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно актуальный, и многие с этим сталкиваются, и у многих есть с этим проблема. И здесь я скажу, что только методом проб и ошибок, методом тыка, но, как я уже сказала, любой стемпинг-дизайн я все-таки стараюсь перекрыть сначала слоем базы, а потом уже слоем топа. И вот в таком именно сочетании, именно в такой последовательности кратеров уже никаких нет. Мало того, как я уже тоже говорила, у базы лучше сцепка не с гелевыми материалами, с любыми другими материалами, у базы лучше сцепка. И когда мы перекрываем стемпинг именно базой, мы тем самым также еще и выравниваем покрытие, что немаловажно. Потому что, например, реверсивный стемпинг это все-таки, ну пускай незначительный, но все-таки объемный дизайн. И нельзя забывать, что в итоге ноготок нам в любом случае придется выравнивать. А если мы будем это делать топом, то вот тут 100% кратеры обеспечены. Потому что топ именно и будет расползаться, да, там где-то более толстым слоем, где-то более тонким слоем. Ну, это, в принципе, особенность, да, то есть, и, как правило, топы, они же в основном более жидкие по консистенции, поэтому я все-таки рекомендую стемпинг дизайн, и с такой базы по-любому отлично ляжет топ. Да, я согласна с вами, Марина, то, что густой топ, это, конечно, лучше, но, знаете, это тоже абсолютно не застрахует вас от кратеров каких-то, да, то есть от вот этих вот дырок, разводов. Ну, то есть гель, он просто скатывается местами, то есть скатался, ну, как на силиконовом штампе мы вот тоже рассматривали. То есть гелевый материал, он скатывается. Есть такое действительно. Но каким образом этого еще можно избежать? Точно так же. То есть если вы сделали стемпинг дизайн, но опять-таки давайте мы так, а то я сейчас скажу, знаете, а вы потом в меня помидоры начнете кидать. Когда раньше, скажем, у меня выбора по гелевым материалам было немного. Почему? Потому что я в один момент, когда у меня усилилась, скажем так, аллергия на гелевые материалы, стала более агрессивной, мне вообще сказали: все, нет, никаких гелей. Гелевых материалов было немного, и, соответственно, ну как, надо же было выходить из ситуации. И стемпинг дизайн, если опять-таки не на весь ноготок, ну то есть вот как-то вы там участками нанесли стемпинг, отпечатали, ну то есть вот, скажем так, не вдоль, не вот прям к линии кутикулы подвели, не вот прям к свободному краю, нет, вот просто вот где-то отпечатали стемпинг рисунок, не на весь ноготок, то опять-таки можно использовать клей для фольги, можно использовать, перекрыть сначала обычным вот таким вот топом, который не смазывает стемпинг, но опять-таки нужно вообще прям полусухой кистью, полусухой, вот совсем-совсем чуть-чуть. И можно сказать даже немного точечно, да, вот так вот по контуру рисунка, как-то вот так вот провести по центру рисунка, ну, чтобы это был абсолютно вот тонюсенький слой. И тогда, когда вы будете перекрывать это уже гель-топом, когда обычный топ, который не смазывает стемпинг, подсохнет, и вы перекроете обычным гель-топом,
то кратеров не будет. Даже если жидким, там уже не важно. Так, Азуров Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. У Мариночки, кстати, тоже свой канал на ютубе. Пожалуйста, если вам интересно, там очень много распаковок, очень много бижутерии с Алиэкспресс, да, вот тоже недавно смотрела, Марин. Здравствуйте, Виктория, всем доброго вечера. Здравствуйте, Марин, здравствуйте. Дора, спасибо, супер. И вам огромное спасибо, что поддержали в прямом эфире. Наталья Белорукова, да, есть и такие лаки у меня. Есть такие лаки у меня, отлично. Дора, а можно раскрашивать стемпинг акварельными красками? Ой, конечно, можно. Стемпинг можно сочетать с любыми, там, и нейл, и не нейл материалами. Вообще, в принципе, свое начало, стемпинг, он что? Это штамповка, да, это вот эти вот штампы идут, поэтому любые материалы можно использовать. И акварельными красками я могу даже сказать, что стемпинг-дизайны получаются очень воздушными, ну, такими прям невесомыми. Кстати, вот здесь витражными делала. Ну, акварельными, там это на белом фоне в основном, ну, на разбеленном, скажем так, фоне. Очень красиво получается. Есть даже конкурсные работы, знаете, стемпинг, раскрашенный акварельными лаками, да, акварельными красками. И именно в акварельной технике, ну, то есть видно, когда человек владеет акварельной техникой, и то есть стемпинг рисунок раскрашивает акварельные, все у меня уже, акварельной техникой, в общем, да, и очень красиво получается, необычно, там сочетание цветов, там же разные переливы, там можно делать акварелью, но это очень красиво. Поэтому даже конкурсные работы сейчас есть стемпинг плюс акварель, вот так вот это называется. Наталья Белорукова, ой, спасибо, принцип понятен. Вам тоже спасибо, Наталья, что поддержали в прямом эфире. Елена Астахова, чем развести засохший лак для стемпинга? Спасибо. Леночка, вопрос, конечно, очень хороший, но я уже неоднократно его поднимала в прямом эфире. Я все лаки для стемпинга разбавляю либо вот таким разбавителем. Это обычный за 50, за 60 рублей. Сколько тут? Жидкость для разбавления лаков для ногтей. То есть вот прям так и написано. То есть ничего там такого. Есть также вот такое средство от Сагита, универсальный разбавитель для профессионального использования, 80 мл, подходит для всех видов лака. Вот такой. Абсолютно без разницы, я беру просто в таких флаконах, потому что ими очень удобно, то есть вот открыли флакончик, по капельке там, ну вот такого средства на флакон, например, я могу залить там капель 5-6, не меньше. Вот. Разбавляю вот такими средствами. Но не так давно у меня появилось вот такое средство от Dance Legend. Это именно разбавитель лака для стемпинга. Да, вот такое средство. На моем канале есть обзор на это средство. Это средство нужно, если, например, вот эти средства, их нужно периодически добавлять. То есть вы вот лак для стемпинга полежал у вас, вы, ну, не знаю, какое-то время, скажем так, им не пользовались, достали, подсох, вы добавляете туда 5 капелек, встряхнули, он у вас работает, все замечательно, опять убрали, опять достали и опять подсох, и опять добавили. То есть вот такая цикличность. То вот с этим средством такое не проканает. То есть здесь мы на вот такой флакон нам нужно всего пару капель, иначе лак просто, вот представляете, обычный лак перестанет сохнуть. Ну вот посмотрите обзор на вот этот разбавитель, я думаю, что будет очень полезно вам, ну, эта информация. Мы добавляем только пару капель вот этого средства, и лак, в принципе, уже, ну, разбавляется. Если, например, флакончик полежит, и мы вдруг достаем флакончик и решаем добавить туда еще пару капель, то это уже чревато
здесь уже, как говорится, можно просто испортить лак для стемпинга, он у вас вообще перестанет сохнуть. Вот. Но вот это средство тоже очень шикарное, ну, на мой взгляд, очень хорошее, и я и дальше его тестирую, и мне интересно наблюдать за тем, что это средство, в принципе, может. Так. Эти лаки для стемпинга на кожу мы же не рисуем у себя там на лице, мы делаем дизайн именно на ногтях, соответственно, поэтому ничего страшного нет. У меня есть лаки, которым там и по 5 лет, и ничего страшного, разбавили и пошли дальше работать. Так, София Рустамова, вы просто супер, спасибо, София, спасибо вам огромное. Наталья Белорукова, а акварельными каплями тоже можно раскрасить? Акварельными каплями можно раскрасить, но аккуратно, капли у нас немножко нестабильные, скажем так, и сложно их контролировать. Тут должно быть такое мастерство, чтобы вы прям четко понимали, что, например, вот такое количество акварельных капель сейчас вот не размоется вот так вот, пух, да, ну и опять-таки, если мы говорим про четкое раскрашивание, если нам именно и нужен такой эффект, вот мы отпечатали стемпинг рисунок, а вот нам нужен, чтобы лепесток, вот он раскрасить акварельными каплями, да, но так, чтобы лепесток был как бы размыт, то есть акварельные капли вышли за грани, да, этого стемпинг рисунок, то тогда почему нет, все возможно, все отлично, все нормально. То есть все можно сочетать. В стемпинге, на мой взгляд, все можно сочетать. Поверьте, моя вот последняя работа, это просто что-то с чем-то. Я делала ее почти больше месяца, и там мне даже пришлось придумывать еще и еще. В общем, я сидела, у меня голова просто вот так вот дымилась, и я говорю, мне даже пришлось научиться каким-то вот другим техникам нейл-артов. Поэтому стемпинг можно сочетать с чем угодно. Девочки, я вижу, что вопросов у вас больше нет. Я буду с вами прощаться, и так уже в эфире давно. Я надеюсь, что была вам чем-то полезна. Еще раз вам огромное-огромное спасибо. Если у вас есть какие-то пожелания, какие-то темы, какие вы хотели бы обсудить в прямом эфире, пожалуйста, я буду очень вам признательна, если вы под этим видео напишите свои пожелания. Еще раз вам огромное спасибо за то, что поддерживаете меня в эфир. Все, я вас всех целую, всех обнимаю. Всего всем самого наилучшего и до скорых встреч. Все, пока-пока.